канале «Польза стрима». Меня зовут Саня, и напоминаю, что здесь мы мучаем девайсы. Сегодня будем мучить девайс необычный. У нас есть, допустим, iQOO Neo 10 и iQOO Neo 10 Pro. И всем кажется, что они отличаются только процессорами, но это не совсем так, потому что достаточно посмотреть, что ультраширик у 10 Pro может снимать в 4К 60 FPS как основа, и поэтому ты можешь переходить с него. С другой стороны, у 10 Pro интересная история. В чем? В том, что по идее, это должен быть флагман на Dimensity 9420. Но, с другой стороны, несмотря на то, что это должен быть флагман, никакой металлической рамки, допустим, мы не видим, никаких там каких-нибудь там супер телевиков, телевика здесь вообще нет. И все это довольно такое специфическое. Вроде бы ультраширик на 1080p 30 FPS, но мы не для этого собрались сегодня, а для того, чтобы его погонять. Почему? Потому что это Dimensity, потому что Dimensity это интересно, и потому что у тебя всегда стоит вопрос, если у нас Neo 10 стоит, допустим, 34-35, почему это стоит полтинник? Извините за мой французский. Не забываем подписаться на стримы, канал для стримов с колоколом. Почему? Потому что мы здесь обсуждаем все. Это раз с вами, и два, смотрим пруфы, как реально все это дело происходит в режиме реального времени, без всяких там, ну, вот он будет у меня на подставке под кондиционером, гоняться, я думаю, 3 раза на Вантуту, 20 минут в PUBG New State поиграем, 20 минут в Геншине и 20 минут поиграем мы в, возможно, War Thunder. Все скачал, уже довольно много играл, но 100% это не будет бестселлером, это примерно будет таким же смартфоном, как Poco F6 Pro, как Xiaomi 14T Pro, а не Xiaomi 14T. А как мы прекрасно знаем, учитывая курс доллара, когда ты смотришь смартфон $300, вроде бы уже, ну, как бы 300, когда-то было 21 тысяча, потом 24, теперь это уже 30 с копейками, уже 33. И когда $300 33 тысячи, а не 15 тысяч рублей, как в 22-м, и не 21 тысяча рублей, как чуть-чуть позже, и даже не 24 тысячи рублей, как буквально там 2 месяца назад, а 33, вот это уже актуально. А вот это вот за $480 уже такой вопрос дня, и это больше похоже на суперфлагман. Насчет звука никакого там особого у меня музыкального сопровождения не будет, потому что почему-то стабильно накидывается из-за стримов на территорию России ограничения. То есть потом не сохранить ничего. Света, привет, Арсений, привет, чтобы выжить, Мобайл, Рамзес, Hire Girl и... Кроме оригинальных Hi Girls есть, допустим, с свистком наушники типа анкеров. То есть идут они игровые, но минус в том, что вполне возможно у них задержка будет нулевая, но вы очумеете. Не факт, что вы их подключите. То есть всякие плойки и все остальное, если у них есть девайсы со свистками, лучше покупайте их. То есть вы ничего нового не придумаете, а себя, мягко скажем, расстроите. Вот. Не забываем прожимать лайк все, кто дошел, доктор, Михаил и остальные. И сейчас я, кстати, еще хочу, ввиду того, что мы все равно сидим, правильно, я параллельно, пока буду отвечать вам на вопросы, оформлю ролик до конца. У меня сегодня будет обзор на умные часы Black Watch X20. Кто помнит, там за 2000 рублей их часто очень продают. Насколько эффектно и эффективно. По поводу Asus ROG Phone 9, он будет у меня, скорее всего, 23-го на руках. То есть 23-го на руках у меня будет много, и потом еще первого на руках будет много, второго. То есть Asus ROG Phone 9 будет 22-го. Я даже все не успею прогнать смартфоны, потому что их будет довольно много, и, ну, это и хорошо, правильно. Плохо, когда смартфонов мало. Так, единственное, мне надо... Привет, я 5 дней назад, 5 дней владею 14 Pro, по твоим видосам взял его из-за камеры. Доволен покупкой, лайкос улетел. Огромное спасибо, рад, что вам зашло. Но повторяю, что 14 Pro это, ну, специфическая штука, согласитесь, не у всех есть столько денег. То есть я не подшучиваю из разряда, вот у вас там много средств. Но вот эти все Pro-версии, они уже весомо отличаются по стоимости от обычных версий. Если ты берешь версию Pro, из-за чего ты берешь здесь версию Pro? Из-за ультраширика получается. Второй вариант, ну, вторая история я могу, и третья процессор мощнее.
Насколько тебе нужен этот процессор, это вопрос дня, потому что иногда у нас меньшей мощности процессоры выдают лучшие результаты и по автономности, и по остальным плюшкам. К слову, минус в том, что я так и не прогнал его в Antutu, не в Antutu, а в 3D, в PC-марке он у меня 2 раза сбрасывал. Добрый вечер, привет еще раз. Привет. И добрый вечер. Снова прожарочка IQ. Да, но у них сейчас будет преза, я думаю, что их сейчас будут прокачивать все. То есть будет все постоянно рассказываться. Я, кстати, презентации жду для того, чтобы про IQ 13 рассказать обзором одним кадром. То есть я его пока не продаю. Magic 9, Magic 7 будет, Palace 13 будет и глобалка, и китайская версия. Honor Magic 7 после 7 числа. Ой, после 2. Вот. И опять же, мне кажется, что чем дольше я жду вот с этими смартфонами, а может быть оно и лучше, говорю, придет вот это, у всех свой формат. Придут эти обновы, и после того, как обновы придут, мы уже будем их тестировать. Z9 Turbo за 25 штук, норм, хорошая железка. Так, единственное, я забыл 5 секунд. Как мы будем играть без Радекса, да? Пам-пам. У кого какие смартфоны в ожидании сейчас из интересного? У меня XA, Redmi Note, нет, не Redmi, Xiaomi K80, K80 Pro идет, то есть я их купил. Идет Honor 300 я не купил только. Напишите, как Honor 300 покупать или нет. И все, кто зашли, не забываем прожать лайк. Нас 50, а лайков 14. Я понимаю, что не особо интересный смартфон, но рано или поздно будет ваш смартфон. Всех приветствую. Спин, привет. Ставим лайки. Да, не-не-не, вопрос просто, я говорю, может быть, еще поищу, где у нас есть музыка без авторских прав. IQ 13 неделя пошла, жду. То есть идет он. Хорошо. Мне, кстати, по возможности не вспоминайте площадки, как я вспоминаю. Ладно, не будем. Я купил IQ 13. Хорошо. Но не глобалку, потому что глобалка еще не вышла, правильно? Сегодня читал базовый S25 будет на Dimensity. Ну, скажем так, при любом раскладе, что бы они ни сделали, это не будет хуже, чем Tensor или я ROG 9 купил. Дорос, поздравляю. Вот. Или Exynos. То есть, если они бы сделали на Tensor и Exynos, это был бы плохой вариант развития событий. Все остальные варианты это круто и все отлично. Что, центр Паттайя? В центр Паттайя? Здесь же цены космос. Я говорю, еще раз повторяюсь, если у вас есть возможность покупать электронику в России, покупайте электронику в России. Потому что везде, в других странах очень все дорого. Прям очень, даже с этим курсом. Благозащита не заявлена, да, полоскал. Ну, опять же, Neo 10 полоскал, он выжил, но, как бы мягко сказать, лучше так не делать. То есть это не от большого ума, потому что просто могу. Всем привет, Кастро, привет, Александр. Если не упадет курс, цены догонят наши рынки. Ну, вообще-то уже догнали. То есть смотреть электронику, то
Тот же Poco X6 Pro, который я, кстати, разыграю на, наверное, следующем стриме, потому что я еще за ноябрь торчу, а за октябрь... Дмитрий, привет. Человеку потеряли посылку. Это, конечно, вообще жесть. Почта России, спасибо. Со смартфоном. Так вот, по поводу смартов, открываешь Авито Poco X6 Pro от 25 кусков, как бы на секундочку. 25 штук, когда она там стоила 18-19, потом, ну, 20, а тут бах и сразу плюс 25%. Курс добавил 20%, а все остальное добавилось 25%, видите? Universal, привет. Я раньше только снэпы предпочитал. Ну, МТК тоже иногда бывает удачным. К сожалению, даже я это начинаю признавать, хотя признавать очень даже не хочется. Как вам Neo 10, кстати? Как думаете, будет он а-ля легенда или нет? Наши рынки не догонят, наши продавцы. Ну, логично им закупаться, то есть я их не оправдываю, но ну, если ты занимаешься куплей-продажей девайсов, тебе же их покупать надо. И, ну, разумеется, если тебе надо покупать, судя по картинкам, горячий парень. Какой? А, этот? Ну да, да. Тротлинг-тест, он не особо порадовал себя. Но пока вот все норм. Пока терпимо. То есть я не скажу, что он там горячий. И, ну, опять же, это первый тест. И, кстати, интересно, за какое время он его прогонит. Получается, мы начали стрим, я думаю, минут 10 он гоняет. Все уже, почти вся компания в сборе. Вечер удался. 93.2.0 плюс, я вообще в восторге, Айко огонь. В каком смысле ты огонь имеешь в виду? Признавайся. Я, кстати, если кто не видел, вчера выгрузил... О, Павел, привет. Тебя не позвали на IQ 13, да, на этот, на Сабантуй. Тебе, кстати, глобалку послали, нет? Это не попытка подколоть. Я сам думаю о том, что, может быть, IQ 13 и потом куплю глобалку. Но если они какой-то там ценник космический не лупанут. Но красные смарты у меня, как и у тебя, думаю. Poco F5, в принципе. У нас в прошлый раз, Паш, приходил этот... Илюха, сегодня ты дошел. Вы через раз приходите. Тебе, кстати, не отрубили на AdSense монетизацию? Пока. У себя там. Или ты уже сделал на новую? Poco F6, в принципе, процессор тоже хороший для ежедневного использования, мощности хватает. Poco F5. Не позвали, там у меня с Vivo история нехорошая была. Это я тебе не подкалываю, я не помню. Вот сейчас ты мне сказал, мне кажется, я вспомнил. Вот. Это и... Кстати, как звук? Ничего не щелкает нигде никому? Или у нас нет человека, которому щелкает, и ничего не щелкает? Что-то едет. Но если что-то едет, то это IQ 13, потому что если они подставили тебя с IQ 9, это, конечно, унизительно. Чего там тестировать? Z9. Звук норм. Все, Дукат, спасибо. Так, я сегодня, знаешь, на что выгрузил обзор? На Blackview X20. Да сейчас вообще нечего покупать. Я говорю, если у кого-то есть какие-то идеи, ну, кто вообще смотрит как-то мой канал, напишите, что купить. Потому что я купил уже 3 смартфона Tecno. Вот, уже колонки всякие уже колонки прям дорогие. И мне надо хоть что-то. Как время? Реальные люди собрались, ничего не щелкает, звук хороший. Угу. Лучше не спрашивай про звук. Светлана, ну, надо спрашивать у людей. Мне, кстати, Айку, Павел, даже не писали. А, подожди, что тебе, ты говоришь, что-то идет? Что-то едет. Что-то едет от красных, от Xiaomi или от Айку? Звук есть. Так, все. Один прогон есть. Один прогон есть по люксам. Просел, но не сильно. А нет. Ну да, 800 в общем. 806, кратко. И гоним, но единственное, он уже нагрелся, конечно. Все отлично со звуком. Это благодаря распаковке и вам.
Видите, замучили меня в прошлый раз, я его настроил по-другому. На усиление всего и вся. 40 и 41. Ты, кстати, выпустил подкаст уже, Паш, с супругой? Так, звук заметно лучше, чем в прошлый раз. Ты, кстати, сказал, что у тебя там 550 тысяч дел и 550... Как 5 обзоров каждый день, что ли, будешь выгружать? А, Тайку что-то едет. Ну, нашелся добрый человек, договорился с ними, посмотрим, будут ли лезть в мою работу, то сам куплю это, а это верну. А, Ну, кстати, да, интересно, вот у меня с Vivo вроде бы все норм, а они мне не писали по IQ. Или это разные конторы, получается? Напоминаю, что те, кто только зашел или вдруг не знают канал, Польза.нет, и нет, от Vivo у меня не было никаких смартфонов, потому что они все время предлагали какую-то лабутень 7 лет. И вот все, что есть, то я покупаю. Все, что покупаю, то есть. А, что мне нравится, Шамадав хороший, Кондея как будто нет. Его и нет, я его только выключил. Вот сейчас включу Кондея. Кондей. Ну, по идее, его слышно тоже не будет, потому что роды все-таки нормально отрабатывают местами. МТС местами тебя слышно, да? И еще что купил. Я не знаю, чего еще покупать. Вот что покупать на обзоры? Низкий поклон. У меня два... А, нет. По-моему, пылик еще будет обзорный. И все. Кредитный. Сейчас 5 секунд. Привет из Архангельска. Привет. Vivo и Аку одни и те же ребята. Ну, мне, значит, я не прошел кастинг. Мне не писали. Притом в каком-то году мне даже Vivo года 4 назад послала подарок на Новый год. Хотя я для них обзоров никаких не делал. Но общался, да. А ты что, кроме... Ну, вот iQOO Neo 9, я помню, ты сделал. А что еще у тебя из айкушек было? По-моему, не было ничего. Так, Шумодав хороший. Дан 76.ru. Что насчет панзерфонов? У них есть прогресс панзерфонов? Панзерфон я не знаю, что такое. Панзерфон. 5 секунд. Что это имеется в виду? Google не знает, что такое панзерфон. Я не слышал. Надо, кстати, долбануть их. Телефон в броне. Не. Бронефона. Бронефона не видел я новую еще. Два любимых блогера. Яков, привет, Сань, чего фон 2 плюс будешь? Фон 2 плюс? Еще раз. Нафин фон. Что такое? Нафин фон 2 у нас уже был на обзоре и на прожарке. iQOO 11s и iQOO Neo 9. Ну ты видишь, их не мучил. Я только хотел написать с Бэнксу. Так они тебе послали уже прям? Адрес запросили. Нафин фон 2 только плюс версия вышла у них. Я не видел. Ну-ка. А как давно она вышла? Я даже не видел. Они заспойлерили, что она выйдет, или она вышла. Это чуть разные вещи. Кстати, сейчас прикол будет. Я сейчас поделюсь роликом базовым.
и народ придет на стрим, потому что народ не знает, что у нас стрим. Но если кто посмотрит на пост. Паш, я, кстати, никогда не говорю заранее, что у меня стрим. Ну, говорю, но не говорю время. Фил какую-то используют платную. Распаковку, не распаковкой, честный блок. Спроси, потому что я переношу приложение тупо. То есть вот встроенной приложухой. И опять же не все. Нет, у меня нет Тимер Z9 российская версия, потому что за эти деньги я покупал что-то другое, и все. Наверное, так. Кстати, знаете, что я не сделал? Я не закрепил ничего по поводу стрима. Сильная разница между Neo и Neo 10? Нет. Нет. Но я говорю, они единственная, у них особенность такая вот у всех, к сожалению, производителей, что я по поко и по даже... Мне будет очень интересно по Samsung S24 Ultra. У меня есть 23 Ultra, ой, 22 Ultra. Вот это 24 Ultra и, 22 Ultra тоже есть. И сейчас выйдет 25 Ultra. Мне интересно, они не ухудшат 24, потому что у них какая-то вот тенденция у всех началась. И, кстати, у яблок тоже периодически бывает. У них особенно с автономностью, что старые модели, они такие хоп-хоп, и как-то уже начинают уставать. Сидни, здесь люди, которые советуют или вспоминают Huawei, считаются людьми, которые хотят купить очень дорого что-то, что никому не надо. Кому норм может быть Huawei, я не знаю. Вам норм берите, но это больше сарказм. То есть я абсолютно не понимаю людей, которые покупают Huawei. Вообще никак. На Z9 Turbo Plus перенос файлов, но приложение не подхватило. Ну, попробуйте еще раз. Ну, то есть, как бы у тебя всегда есть нано-ревью. Говорят, 4 месяца назад. Я как-то его... Приодер я вижу. Только предзаказ. Вижу, 15 октября у кого-то появился. Ну, вряд ли уже. Я не знаю, как я его пропустил. Да, Александр, лучше все приложения, игрушки, все остальное устанавливать ручками потом. У Huawei супер топовые аксессуары. Наушники прям пушка-бомба-гонка. Браслеты, часы. Вы, кстати, слышали кондиционер или нет? Им даже на яме торгуют. Ну, уже все, Кастро. Уже все. То есть, как бы, скорее всего, я не буду его мучить. Не слышно. Ага. Можешь, помнишь, выпускал стрим с названием «30 правил покупки смартфона». Да. На другую тему. Может быть, Тимофей, может быть. Может быть. Ну, там, по-моему, уже у меня на все было. 30 правил покупки часов. Я хочу сделать, запилить все-таки обучалки. Настройки Mi Band 9, Huawei Band 9. Нужно ждать известных брендов на Gen Elite. Ну, Realme меня разочаровало, мягко скажем. То есть это просто стёб. То, что они выпустили за такие деньги, это, конечно, стёб. Но кто-то докупит. Кондишн не слышно. Но я сейчас его выключил. Но он работал 5 минут назад буквально. Так, отключаю я свои... Отключаю, снимаю очки. Абсолютно не та тема. Брал на распродаже Huawei Watch Fit. Посмотрел, покрутил, теперь тоже. Да. А почему не Mi Band или Huawei Band? Алексей Удяков, а как я вам отвечу, если у меня OnePlus 13 нет на руках? Лучше OnePlus 13 или S24 Ultra? Я могу у вас также спросить. Симпатизирует внешне мне OnePlus 13. Хорошо, я постараюсь его с Ultra, когда он у меня будет, и сравнить.
скорее всего, потому что с яблоком его нет смысла сравнивать, а с ультра у них плюс-минус одинаковый ценник очень рядом. Это просто не просто стёб, а самое настоящее унижение Realme. Ну, Realme сами себя унизили, давайте честны будем. То есть их никто не унижал дополнительно. И чувак думает в комментах, что я X20 платный обзор. Нет. Просто, как я вам сейчас сформулирую, ну, у меня канал, у меня каждый день нужно обзор выгружать. Я же сказал, обзоры ежедневно. Девайсов не так много. То есть, если вы посмотрите, я купил уже все. Только мне уже, ну, вот единственное, на ультра не было, на яблочное. Huawei все, Samsung все, Amazfit все по умным часам. А, что у нас не было? Сбалансирован... О чем? Сбалансирование телефоне? Это ты имеешь в виду, как настроить? Ну, там, что нужно везде менюхи у китайского поставить или как? С вибрацией, Албек. С чем можно сравнить вибрацию в смартфоне? Это сейчас... я не могу сказать. У меня на этом телефоне, на аккаунте прайс. Я не помню. 12 тысяч бат, 36 вышел мне Neo 10, 37, 38. А этот то ли 18, по-моему, 54 получается. 54 тысячи. Если ты про Neo 10 Pro. Остались гармины. Ну, у меня есть сунты. Но гармины, полары и остальное, да, это как бы жестко. Это жестко финансово. Мягко скажем, это очень жестко. OnePlus никогда особо упор на камеры не делал, да, и не думаю, что сделает. То есть у них это про ПО, про баланс и про остальные вот такие супер-мега плюшки. Я юзаю Pallas 13, но не китайский. Вот. Но ничего я тебе говорить не буду. Ну, потому что я еще его не сравниваю. Алексей, вот за это можно улететь сразу в бан. За упоминание платформы. А OnePlus 13 интереснее будет, чем GT 7 Pro. Ну, по-любому. Корж. Так. И 2 миллиона 291 тысяч балл. Ну, пока он живой. И 800 люксов также он показывает. Третий прогон пошел. Xiaomi 14 500, на 512 гектар Global BU в отличном состоянии за 56 штук можно брать? Не вижу смысла вообще. Еще и БУ. Зачем тебе БУ Xiaomi? Робот, огромное спасибо, что зашли. Опачки, интересный вброс. Неужели 13-й Global на руках? Юрий, я же сказал, что у меня все... Вот, я вообще фотку, вот телегу взаимопомощи, точнее, мою личную телегу посмотрите. Вас ничего не напрягло в сегодняшней первой фотографии, которую я скинул. Вот сейчас я скину, открой, если не сложно. Вот. И ты там увидишь что-то странное. В этом году уже распродаж на Али не будет. Она сейчас идет, но ей уже скоро хана. X7 Pro скоро будет, но вопрос, сколько он будет стоить. То есть, мне кажется, за 30. За 30, 1032, наверное. Может, 30. Потому что он будет стоить долларов 300, это хорошо, если он будет 300 стоить. А 300 долларов по 110, если курс будет, это 33 штуки. Ну, дадут они какую-нибудь скидку.
Но с такими курсами... Ирина, привет. Магик Бас, Артур. То есть это все равно будет боль. Ты будешь вспоминать такой, я покупал за 19 штук X6 Pro, а почему X7 Pro 30-ник? Потому что курс. Наверное, потом сбросят, потом будет где-нибудь 25. Хорошо, если будет. Потому что сейчас X6 Pro 25. Очередная спорная прошка от iQOO, как и в прошлом году. Прошки всегда спорные. Вот я пытаюсь что-то донести. То есть я не знаю, для чего и для кого их делают. Наверное, делают для людей, которые такие, вот, типа, вот мне нравится именно эта модель, и я хочу full, и чтобы она чем-то отличалась, отличается она процессором и ультрашириком. Все, по большому счету. То есть, ну, баллы Вантуту, как в играх, он увидим. Что он с камерой делает, тоже увидим. Насчет камер еще хочу сказать, что, ну, не все так просто. То есть, вроде бы все должно быть одинаково, но нет. Снимает хорошо Проха. Хорошо. Так же, как и Poco F6 Pro. 8 и 9 примерно Pro прям очень интересные за свой прайс, а про уже оверпрайс, странные они китайцы. Я единственное, чего жду, ну вот из того, что интересно, это Palace 13, понятно, но я же уже как бы, ну вы поняли. Мне Redmi кашки интересные, и мне интересно, Алексей, привет. Очень сильно Asus. Не знаю, потому что вот в этой череде полуодинаковых смартфонов у меня просто получается вообще iQOO чуть ли не 5 обзоров подряд на iQOO. Не доглядел в телеге, теперь в ожидании. Уж больно в кислород располагает к себе. Ну вот, погоняем. Вот кислород, говорю, какие-нибудь там супер такие вещи, супер интересные, можно на стриме подолгу поюзать. Василь, привет. Мы тоже тебе очень рады. Так, хорошего вечера и вам отличного. То есть у нас получается за 32 минуты он уже почти прогнался несколько раз. UFS 4.1 показывает на этом смартфоне. UFS 4.1 везде показывает себя лютейшим рандомом. То там, не знаю, 150 тысяч, то 170, то 200. И сказать, что он все время отрабатывает одинаково. И вы понимаете, что где-то 150 это уже прям космос. Все очень быстро. Реклама работает, отдал голос в ТГ. Какая рекламка работает? Александр, спасибо. Но у меня там, мне кажется, вот ТГ скидок сейчас не особо много актуально. Почему? Потому что скидок не может быть, потому что в сознании вот курс доллара. Если вы пересчитываете на 80 с копейками, все весело. Как только вы начинаете считать, ну вот смотреть, как это, при 110 очень больно. Потому что слишком быстро поменялся курс. Все. Очень быстро. Резко так, там сколько, месяц. И может быть это как-то откатится, но у меня есть смутное ощущение, что нет. И стабильности еще очень мало. Вот что плохо. Хочется недорогой флагман с нормальной камерой, стереодинамики, беспроводные динамики, беспроводной зарядкой, хорошей батареей. Что посоветуешь? Такого не бывает. Хороших не бывает задешево флагманов. Ты понимаешь, недорогой флагман не бывает в принципе. Недорогой флагман это нагревалово. Это либо третий эшелон, либо какой-нибудь Red Magic а-ля, либо, не знаю, Meizu, либо что еще интересного можно накидать тебе из недорогих. Tecno Infinix. Вот там флагманов прям, вот как ты хочешь. Только я их не советую. И все. Стоит ли сейчас брать OnePlus 12? Зачем? Если в январе уже глобалка 13. Зачем? Для кого? Для чего?
Привет из Самары. Привет, Влад. Саймон, привет. Александр, Алексей. Айкушки на 15-м андроиде научились клонировать любые приложения. Это вы утверждаете или спрашиваете? Сформулируйте. Это вопрос? OnePlus 12 стоит брать только если цена вкусная? Да, и если ты не планируешь его продавать. Вот. Он вопрос задал. Я понял. Сейчас, подожди, по-моему, нет. Какие конкретно? Ты напиши, какие приложения попытаться скинуть. Хороший отзыв про Vivo X200 Pro. Кстати, напоминаю, что кому интересны фотографии, очень лояльная группа, вообще там не про рекламу, не про что, 2000 человек, там утрированно у нас там 2 землекопа с фотографиями «Польза фото». Вот там фотографии с разных смартов, аналитика, кто-то там, кому-то что-то нравится, кому-то не нравится. Как люди могут реально фотографировать хорошо. Там вообще все фотки классные с любых устройств, они какие-то нереальные. Поэтому, если вас интересует именно, кстати, фото, чтобы, может быть, спросить мнение также пользователей, советую туда пойти. Потому что вот эти все... Меня прям безумно бесит. Я говорю, я же тоже смотрю обзоры, когда ты не согласен. А чаще всего, кстати, фото с обзоров почему-то не скидывают. Скидывают другие фото. А вот именно фото с обзоров я очень часто не вижу. И, ну, мягко скажем, это не просто нервирует, это прям безумно бесит. И, кстати, да, требуйте с блогеров, чтобы фото с обзоров они скидывали. Либо лучше в телегу даже. Не, ну, можно, конечно, и на диск какой-нибудь. Вот, потому что все эти стопроцентные варианты развития событий из разряда вот это хорошо, вот это плохо, это мне нравится, это нет, потому что в одном обзоре человек кричит, что должна быть детализация, в другом говорит, что главное цветопередача, в третьем, что главное, что не замылены края, и все вообще отлично, в четвертом он кричит наоборот, что вот главное общее впечатление, а не цветопередача, в пятом ты узнаешь, что он все красит. И вот это, конечно, бесит. Смотрите исходники, потому что мой глаз, чужой там какой-то чувак может еще что-то вам и поменять. Может, вообще не эта фотография, не с этого смартфона, понимаете? И такое тоже бывает, особенно кто Huawei, с Huawei дружит. Вот. Но это все лирика. 74% уже. Банк, Авито. Все кроме что угодно, кроме мессенджера. Ну, ты спроси, Авито я сейчас скачаю и попробуем клонировать. Я оболочки очень не люблю обсуждать, потому что оболочки у всех одинаковые. Magicon, я еще раз повторю, недорогих флагманов не бывает. Для этого они и флагманы. Вот. То есть я не понимаю, в чем идея вот этого вопроса. Бывают ли флагманы недорогими? Нет. Бывают ли субфлагманы недорогими? Нет, они дорогие. Бывают средники недорогими. Какие-то да, но дорогие не средники, допустим, Xiaomi 14T Pro, Poco F6 Pro, они дорогие, но они не флагманы и даже не субфлагманы. И вот, наверное, формулирую так. Можно ли купить что-то дорогое задешево? Да, наверное. Но опять же, с чего звук? Также с той же петлички. Просто я ее повесил на себя. Вот она. Плохо что-то? За эту цену iPhone 14. А я знаю, сколько сейчас iPhone 14 стоит. Даже не 15, не 16, вы шутите? Давайте еще спросите у меня, сколько сейчас 12 или 10 iPhone стоит. Это не цена флагмана. Звук норм. Хорошо, Рамза, спасибо. Ну вот не зря меня в прошлый раз домучили. Спасибо людям, которые пришли и долбили мне в голову, что друг, делай звук. Недорогой флагман – это тот, который ты сам не покупаешь. Ну да, да, это подарочный флагман.
Подарочный лучше iPhone 16 Pro Max покупать. Вот это прям не ошибешься. Долбозвукера. Ну да. Лучший смартфон это тот, что тебе занесли бесплатно. Дмитрий, ну не у всех. И не всем. И не всегда. Это мне в пику, что ли? Из-за моих рекламных обзоров Текно? Они уже не покупают, у них поменялась, по-моему, рекламная тема, и они уже сколько, 2 месяца, что ли, не брали у меня обзоров. Ну и ладно, зато я их купил. Ха. Кстати, я их купил именно, скорее всего, с формулировкой, что стоит на них, может быть, обратить внимание вместо всяких Redmi Note 13. Потому что когда Redmi Note 13 стоит таких космических денег, барабанная дробь, а стоит ли ее брать? Вот. Робот. Ну, это же как у РТ, только до 80 000 рублей флагманы есть нормальные. Конечно, да, много. Ну, вот правильно сказали, китайская версия OnePlus 13, 80 тысяч рублей, 85, S24 Ultra. Прям мега крутой флагман. Я бы ZTE не взял бы за бесплатно. Ну, смотря какой ZTE. ZTE есть Nubia какие-нибудь 70-е. Так, все, на третий прогон мы получаем 2 миллиона 212 тысяч, 127 тысяч 212. У них новое агентство. Ну вот я по кастингу в новое, видишь, не прошел. 794 люкса. Ждем чуть-чуть, чтобы он отдохнул. Дмитрий, ну если ты сможешь, осилишь, посмотришь, у меня целых 2 было полноценных обзора на S24 Ultra, и помимо этого еще обзоры одним кадром, и еще мне много всего, все меньше и меньше с прогонами. Ну логично, Александр. Но мы все равно подождем, пока он отдохнет, или не будем ждать? Я думаю, сейчас он быстро отдохнет. И все. Я, видите, подождал даже 99,9 в периоде. Вот напишите, кто реально потом будет смотреть, может быть, стрим, или кто вот сейчас рассматривает покупки Neo 10 Pro. Чтобы вы понимали, 99,9, что никто. То есть мы сейчас просто общаемся, потому что это, скажем так, повод. А, для того, чтобы рассматривать, вряд ли кто-то рассматривает. Можно ли прошку будет перепрошить без понятия не имею. Я считаю, что нет. Мне кажется, что на какую глобалку, кого? Можно ли обзор на прожарку на OnePlus 12? OnePlus Pad 2, скорее всего, нет. Он дорогой уже. Я не знаю, как на Red Magic сделать и на Lenovo. Вот, 5 секунд. Так, нет, только обычная десятка. Так я про это и говорю, что 99% тех, кто на стриме, они даже и не планируют и близко брать 10 Pro. И вообще вряд ли кто-то планирует. Так, добрый вечер. Не знаете, с выходом iPhone 15 на Neo 9, по понятия не имею. Это вот у кого, если есть Neo 10. Так, мы хотели скачать Авито, если оно скачается, и сделать клонирование. Авито. Нет, какое-то не то Авито. Юла. Давайте Юлу попробуем скопировать. Айку и Vivo не прошиваются от слова совсем. Ну, да, и Huawei у них заблокирован загрузчик вроде. На фоне огромной GT7 Pro прошел спрос на китайский GT6. Ну, хорошо. Так, Юла. Клон приложения. Клонирование. Получилось. Какое-то левое Авито. Мне кажется, что все можно делать. Ну, все.
Я не знаю, чего нельзя. Даже, мне кажется, даже и игрушки можно, видите, клонировать. Наверное, все. Все можно клонировать. Так, первое. Я сначала открою PUBG, покажу вам максимальное разрешение. То есть, проще говоря, 10 Pro никому не интересен. А дублирование – это не клонирование? Наверное, клонирование. А зачем мне 2 раза брать какой-то флагман? Вот S24 Ultra я купил. 2 раза. Ну, потому что его удобно с чем-то сравнивать. Так, Extreme, ну, то есть предел, получается Extreme. 90 FPS. Так же, как и на iQOO Neo 10. То есть больше 90 FPS никак. И уходим в Genshin. Ой, в этот, в PUBG New State. Realme Neo 7, кстати, а он идет. То есть заказывать. Но его разблокируют сейчас. То есть все просто с Neo 7 не получилось, к сожалению. Xiaomi 14T или 14T Pro. Первый интересен, второй мало. Понятно. Сижу на Neo 8, смотрю обзоры и понял, менять пока рано. Ну, Neo 10 норм. Тут вопрос просто денег и все. Если у вас есть деньги, почему не взять? Так, панель быстрого доступа. Смотрим. Стандартно у нас выставляю высокую частоту кадров. Стандартно я показываю, что здесь есть магическая штучка, как и в Neo 10, по обходной зарядке. И это очень круто. То есть, видите? Так, стоп, а где она? Вот, прямая подача питания. То есть вы можете его благополучно подрубить просто напрямую на питание, и батарея от этого садиться не будет, если вы любите играть. И выставляем, наверное, недостижение. У Neo 10 прикольная приколюха с АКБ. Ну, все проверим. Пусть мне разблочат, его мне пока не послали еще. Написали, что его надо разблокировать. Оказывается, дублирование это про экран. Ничего не понял. Я как-то неправильно склонировал или что? Ну, там все дублируется, видите? Не забываем прожать лайк, все, кто добежал. Давайте набьем 100 лайков. Я понимаю, что девайс такой себе. Но, но, но может кому-то будет интересно. Сейчас я уберу свет, чтобы не отсвечивал. И, в принципе, света хватит. По дропу мы сейчас увидим. Я думаю, за 20 минут мы вообще увидим 99% всего, что надо. Вот. Стоп, сброс, старт. Пошло. И 85%. Если телефон подключил к телефону, не понял ничего. Обходная зарядка – это вообще тема. Ага, все, я понял, откуда у меня свет мешает. Я просто не выключил последний. Вот это уже можно включить. Все. Стоит ли иметь дело с Снуби? Однозначно, бесконечно нет. Но у них очень много и маленьких пиарщиков, и больших, и продавцов на Авито и на Ютьюбе. Поэтому почему не знаю. Хотите, попробуйте. Так, и изначально, сейчас мы проверим сразу. Яркость 820 люксов. Что брать? Neo 10 или GT Neo 6? Я понятия не имею, что вам брать. Перестать следовать. Что вам брать, Семен? Есть у меня топ-10 смартфонов на канале. Он может обновиться потом. Там я все расскажу. Нет, не будет никаких проблем, если ты подключишь к зарядке с большим количеством ватт. Он возьмет, сколько ему надо. GT6 до сих пор не пришел.
Продал другу Realme 13 плюс. Больница. Так, уже какое-то было красная зона с FPS. Ну ладно. Думаю, что это просто момент приземления. Будем надеяться. После Warzone вообще кажется пап, конечно, халявой. Понятно, что это потому, что с ботами, но все равно. Да, Xiaomi 13 вообще не топ и никому не нужен, потому что есть уже Xiaomi. Берите вы в те же деньги, но актуальные устройства. Что это за желание купить флагман в надежде, что он у вас будет не убитый? Как с у Dementia с тротлингом вы можете посмотреть в телеге моей личной. Я там скидывал тротлинг тесты ее. Опа. Хорошо, боты. Можем дожить до конца. Так. Лучше Z70 Ultra, чем GT 7 Pro. Ты просто решил два дна, и где ил жестче, не знаю. Во-первых, Z70 Ultra я еще не тестировал. Во-вторых, это, в принципе, априори вещь, которую топом назвать сложно. Но я не хочу делать голословных заявлений, потому что мы его не гоняли. Может, они там правда что-то сделали. Да, просто из двух вещей, которые никакой я не советую, они такие, а вот что лучше? Не знаю. Лучше подождать, пока GT7 Pro станет 45, 43 и уже смотреть на него. Ну ладно, ну да. Просто чем он хорош-то? Тебя конкретно опрокинули. Каким типам достался? То есть тебе не дали смарт, хотя обещали они? Ну вот он, видишь, вот они Realme. Вот в этом они полностью. Главное вовремя обмануть, как и покупателей. Вот, у тебя дальше. Ты понимаешь, тебе же не интересно Мэджиком, что тебе посоветуют. Ты приходишь просто такой, а что взять? Тебе говорят, а ты такой, другую модель какую-то. А вот эту взять, а что я с ней буду делать? А я не знаю, что ты с ней будешь делать. А еще им блокнуть могут. Удачных покупок. Вот и все. То есть человеку абсолютно без разницы. Вот зачем ты спрашиваешь? Просто чтобы спросить что-то? Может, люди хотят что-то реально узнать, полезное. Ради чего ты спрашиваешь? Я чую, если бы подождал, я бы его потом никогда не продал. Зон, да, конечно, Нубио тут бы очумел продавать. Потому что ее можно продать только на хайпе. Когда знаешь такое, о, да, что-то интересное. Опа, что-то интересное. По факту ничего в ней интересного нету. Неинтересно только маркетинг. И, ну, очень грамотно стелят, когда ее продают вот эти вот 35 миллиметров. Вау. И чего? Ну вот и чего? Ну, 35 миллиметров. Ну, намного тяжелее снимать на основу. То есть ширик у тебя просто какой-то такой, а что мне с ним делать? И стабилизация страдает. Прикольно это? Да, прикольно. Но опять же, для этого, это уже просто вот таким извращенцам, как я, у которых было 550 смартфонов. Кстати, когда я говорю 550, я шучу с одной стороны, с другой стороны, наверное, смартфонов 30 у меня уже 300 у меня уже было. Скорее даже больше. Когда-то будет 550. Нет, 35 миллиметров топ. Да, только стабилизация не всегда топ, и еще помимо этого не всегда удобно с нее снимать. Если шаришь, почему нет? Потому что альтернатив в принципе нет, больше никто так не делает. Наконец-то я тут. Крейзи, да. Нам и тебе безумно повезло, и нам повезло, что ты дошел.
смог присутствовать на экзекуции смартфона. На видео там стаба нет. Ну и за что ты платишь тогда? 35 миллиметров топ и без стаба. Ну и ради фото, но ты за эти деньги можешь купить фотик, реально. Бушный, хороший фотик, прям очуменный. И с очуменным видео тоже. А теперь я уже могу говорить, что у меня подсъемы на секундочку на Sony FX30 и FX3. Ну, то есть у нас два девайса. У Игоря FX30 со 100-миллиметровым объективом, фиксой. А у меня... Опа, сейчас 5 секунд, еще один бот. Наверное. Да, бот. Вот, а у меня Sony FX30. FX3. Вот. И посмотри в роликах картинка какая. Все-таки 35 миллиметров. Да, 35, даже 75 штук за смарт без стаба. Да, да. Ну, то есть я спойлерю, потому что я уверен, что у ZTE вряд ли что-то поменялось. Вот. Я сейчас как раз тестирую смарт без стаба, только он называется Realme, Realme C14, 14C за 9000 рублей. Вот примерно. А недавно он был Poco, получается, 5 секунд. Poco C75 мы тестировали. Так, все, можно бежать отсюда. Уже все обошел. Вот сейчас, кстати, было падение FPS, непонятно почему. Такое приличное. И он уже разогрелся. Уже через 8 минут. Тыльная часть 40. Ну вот видите, тут, когда не постепенно, а резко смартфон греется, 41,3. Это, конечно, заметно сразу. О, тачка. Хочется сказать тебе норму устройства вместо древнего старичка, вот и спрашивал. Ну хочешь, закажи. А зачем спрашивать, если ты не слушаешь? Вот, видите, 80 FPS было, хотя я вроде бы держал. Ну, короче, мне кажется, какое-то залипалово. Кто-то где-то как-то стреляет. О, вот это прям полноценный типок. Не-не-не, я не буду останавливаться. Надо в зону заехать, а там уже будут диалоги. Так, X3 убирайте, Зорн. В нубиях играх зашел. Я не знаю насчет... Ты все гонял, что ли? Зорн, ну хорошо. Значит, ты их продаешь. Значит, ты не объективен. Видишь, как все просто. В плане зашла больше всех. Вот что у нее лучше было? Тач? Или что? Ну, то есть чем-то она должна быть лучше. Меньше сбрасывает яркость, лучше отдача, лучше вибро, больше кастомизации, лучше динамики. Что там было лучше? Ну да, я все продаю. Ну вот. Когда продаешь, все вообще норм. У тебя, наверное, нуби еще остались, поэтому она тебе зашла лучше всех, и поэтому ты об этом говоришь на стриме, да? Подскажи, на твой взгляд, лучше брать на долгосрок один флагман на 3-4 года? На 3-4 не надо, на 3 планировать. Юрий, ну, может не продавать, но я и говорю, я не верю в то, что Nubia топ. Я проверю. У меня с одного обзора лежит. Ну, хорошо. Продавай. Я бы за 60 не взял ее. Ну, потому что это Nubia.
Но опять же, народ прогреет обзорами, и кто-то докупит. На iQ не видел 144 Гц в играх. Да, 144 Гц ты все равно нигде не увидишь, только в программах. То есть в каком-нибудь Antutu ты увидишь, и все. Так, а где, кстати, мои товарищи? Ага, я вообще не туда еду. За 10К заберу. А чего тебя Realme не хотят брать, Дмитрий? Опа. Так, вот там машину ставят. Да, это опасненько. Жизни у машины нет почти. Здесь еще и зона. Опа, все, надо выходить. Так, да, не брали меня торговым представителем. Так, а что там не так в представителях торговых? Да я как-то подумал, что в вертикальном стриме может очень много людей прийти. Поэтому передумал. Так, все. Нет, там нет 120 FPS Crazy, я в него зашел, показал, что там только 90. Ну и, соответственно, не особо интересно, правильно? Нет, почему, Андрей? Там не 60, там 90 есть. 120 FPS там нет. Через 6 минут можно будет засечь, сколько он съел. Но, к слову, ну уже вот, говорю, вроде все good, но горячий. Вот только отпускаешь, все сразу. Он так, в принципе, и должен сбрасывать. Но, наверное, не так все-таки. Так, а где машина? Вот она. Ёшки. Дроп мне можно делать, нет? Или нет? Нельзя. Так, хорошо, ладно, 80%, 15 минут. То есть на 4 20% в час. А-ля. Мы без остановки можем продолжить вот это. Warzone. На ногах работа, мне еще самый длинный... Не, я думал, тебя по работе с блогерами какую-нибудь такую штуку. Сначала нужно было продать, это было ошибкой. На 1 час 42 минуты со всеми недостатками. Хорошо. Логики мало, но окей. 20% в час, в принципе, норм. Да. Ну, смотрим, как он здесь отработает. 79% и понеслась снова. Надо вообще было в Гену пойти, ну ладно. «144 Гц» случайно увидел в Майнкрафте. Интересно. Но я скажу, что Lenovo
вот эти вот 700-е, они прикольные в основном для блогеров или как читалка. То есть, допустим, как читалка, да, чуть-чуть серфите в интернете. Лучше всех видео в рендере. Лучше кого? Шанс PC. Рад, что ты дошел. Лучше кого он в... Во, вот тут вот будет расколбас. Опа. Так, мне надо, наверное, будет сейчас... Настройки. Settings. Controls. Так. Не успел. Данил, привет. Аж 2 раза привет. Медик прикольный, но алгоритмы сильно глушат синтетику. Понятно. Так, ну смотрим. Производительность на максимуме. Сенсора. Да, игра, конечно, злая. Илюха посоветовал, да? Так, и settings. Controls. Customize. Во. Так, понеслась. Где здесь автоматическая стрельба? Вот я хочу стрелять не автоматически. Hide button. Что, меня уже убили? Нет еще. О, я близок к этому, да? О. Прям не верю. Ну окей. Да. По мне даже... Есть ощущение, что он даже хуже, чем в этот. Чем до него был. 10-й. Так, и... Напишите мне, как путь мне сделать стрельбу добровольно, а не вот это вот извращение. Да, Warzone тема. Он вообще злой, ты посмотри, у него FPS падает вообще до непонятно чего. Я не могу только автострельбу отключить. Наверное, не ползал в ней. Вот в прошлый раз я играл, получается, когда с тобой говорил. Так. Видите, Илюха дошел. Но опять же, проха, видишь, кому она в топку нужна? Вот 10 Pro. Полтос. Такой себе. Ты едешь смотреть айкушки 13 или нет? Там вроде и Фил, и Ромашка, и вообще все. Все. Везде. Так, ну и... Так я уже что можно, по-моему, так выпил. 70к БУ Авито. О, зачем? Я не понял, ты про что? Не, только вот видишь, герцовка автоматическая, это через... Ну, он показывает герц... О, тихо. Ёшки, как грамотно-то, он даже лег. Вообще грамотно. И ничего не взял. Прикольный. Моментально вынесли. Саня, нужно в настройках там, где Weapon Trigger. Я вот хочу найти, где Weapon Trigger. Controls. Customize. Не вижу Weapon Trigger.
Так, еще раз. Там, где Weapon Trigger, я не вижу его. Movement, движение, мультиплеер. Короче, все, надо выходить. Опять меня убивают. Счетчик FPS в этом стоит. Как его называют? Опа. Хоть кого-то я побеждаю вначале. Нормальный счетчик FPS встроенный в PUBG New State, видишь? А все остальное ты можешь гипотетически увидеть вот здесь. Опа. То есть у него реакция, он ложится первое, что делает. Опа. Опа. Так, это не я, по-моему, вынес его даже. А может и я. Тогда очень странно. Василий, привет. Так, по цене производительность выгоднее брать IQ 13, чем это? Да. Аймяист. Сейчас, подожди. Ну, сейчас поищу. Настройки. Controls. Ну и ладно. Various. Classic. Не вижу. Movement. Fire. Все, уже вынесен. Саня, в самом начале, когда заходишь в настройки Controls, там надпись Weapon Trigger. Ты не смотришь. Да, меню. Нет, я смотрю. Все. Так. Controls. Weapon Trigger. Вот, автофайр убрать. Custom. Так, 5 секунд. Aim Assist. Aim Assist. Manual Fire. Все. Все. У меня, кстати, вопрос, почему вот 0% не загружается никак ничем. Что за игра? Warzone. Ну что, тест. Если все окей, то жизнь наладится. Хорошо ест, кстати, немного. Это удивительно прям. Как говорится, удивительное рядом. Только меня не видно, да? Ну ладно. Евген, тебе спасибо, что дошел. Киллеров Скамерс уже ответили. Только что проси продавца, чтобы не из партии 30.07. А почему? Там какие-то тоже особенности еще. Все, падаем просто. О, у меня теперь еще кнопка не там. Control Sets, Customize. Все. Теперь все. Теперь, если я не погиб, то все будет в огне. О.
Она залагала, что ли, или погибла? Так, единственное, конечно, вот это вот сюда. Все. Ох, как люто лагает. Видите, 30 FPS? Герцовка. В принципе, можно считать, что вот эта вот герцовка – это FPS. И нет, он не похож на... Проседалово, в общем, за полтос можно что-то посерьезнее взять, чтобы здесь гонять. Хотя, с другой стороны, я первый раз здесь гоняюсь, видите? Второй. Тихо. Есть у меня ощущение, что это уже чуваки на опыте. На каком-то. Или боты на опыте. Так, а что здесь такое? Так, тоже норм. Так, где? Нёшки, да почему же я нажал же? Добил. Хорошо. Саня, короче, GT кроме проца и экрана ничем не хорошо. Весьма провальная трубка вышла. Ну, я говорю, я солидарен, что Realme непонятно, что сделали, непонятно для кого. Непонятно вообще, какая ценник. Ну, просто GT6 был норм. Да что же я такой косоглазый-то, а? Все, это уже жесть. Во. Ёшки, ну это было близко. Подскажите, пожалуйста, из бюджета 35-40 тысяч хочу 60 Pro. Неразумно. Удачно тебе покупать что-то. Камера хорошая там будет за 40 тысяч, за 35. Так, стоп. А вот почему он не стреляет у меня тоже? Что с тачем у него? Что у него с тачем? 18 место. Спасибо. Ну, в GT6 он был вообще без камеры, считай, китайский. А глобалка был норм. Может быть, какую-то кнопку и задеваю. Settings, Controls. Да нет, вроде здесь нет больше кнопок. Что, все дропнулись? Сейчас норм. Он какой-то вообще вялый. Я не знаю, как объяснить. Ну вот мало FPS. Мало FPS.
То есть оптимизация под эту штуку еще хуже. Я в Гену даже не буду играть. Что-то не понравилось мне. Поиграю сам, чтобы проверить яркость. Но яркость не сбрасывает. Но тач, конечно, никакой. Так. Combat Defense. О! Это тебе после PUBG. Кто там сказали, что в PUBG наоборот проще? Да, если видишь, настроить... Опа. Так, а где мне? Если все дела настроить, то здесь в каком-то смысле даже проще играть. Equip Armor. Ну да, без армора не очень. Без оружия. О, все. Опа. Ёшки. А чё? Ну ладно. Все. Giving up. Так. Все. Так, ну, примерно 75. Было 79. 75-79. То есть тоже примерно 20% в час. И мораль. Мораль. Я еще поиграю, но позже. Смарт. Не не особо игровой. Хотя он, кстати, снимает классно. Там уже 60 производительности скинул. Да, да. Потому что кайфа нет. То есть 40 минут поиграть и все. И просто на контрасте, когда мы с вами играли в Neo 10, Neo 10, такой вау, Neo 10. А Neo 10 Pro такой и все. И вот простые. Ну, я говорю, вы увидите сравнение завтра, скорее всего, выгружу как раз с Xiaomi 14T. По камерам он, конечно, вау. Именно в сравнении. Но проц под игры не допилен. То есть 120 FPS у нас нету. Для PUBG, для Warzone, ну вот Илюхе 1000 раз буду вспоминать спасибо, потому что раз залипательно, а два и правда чувствуется, что у него прям нагрузка и гигей. И она очень похожа на компьютерную игру, на десктопную. А в Гене, ну вот что есть, то есть. Вроде бы ничего, но в Neo 10 оптимизирование. Да, камеры у него крутые, но ради чего? Я говорю, вот эта излишняя мощность у них не оптимизированная. Ну, даже подключим мы к нему, ну, не сбросил, ну, кстати, яркость не сбросил, но подключим мы к нему обходную зарядку. И чего? ZTE 8 Gen 1. Они зафигачили туда холодильник, и это единственный смарт на 8 Gen 1, который не греется. Да Торн, вот хватит. Вот Нуби есть хорошие модели, но убивает все программное обеспечение. Телефон 90 изогнутый, Honor. Только не пиксель, только не пиксель. Все, ладно, Сергей, Алексей, Зорн, Дмитрий, наверное, Света еще здесь, и еще Илюха, огромное спасибо, что дошли. Нет, я думаю, как это сформулировать? Женщина у нас здесь есть. В общем, нет желания встать и сказать спасибо смартфону, чтобы его гонять долго. Вот. И Neo 10 Pro испарительная камера 7700. Ну вот, миллиметров квадратных. Хорошо, спасибо тебе.
Зорн, за информацию. И я тоже был. Андрюха огромная, Тапокет, Дукат, Шанс PC, робот. Мертворожденный смарт, ну, все версии Pro, вот Poco F6 Pro, Xiaomi 14T Pro, они специфические. Я не скажу, что они мертворожденные, они просто под определенные потребности. И из интересного, скоро будет K80 Pro, прям, скорее всего, послезавтра на прожарке. Я думаю, вам будет это интересно, потому что это, скорее всего, будет Poco и F7 Pro. Вот. И вот там мы уже несколько часов, я думаю, просидим. А тут смысл нулевой, потому что и так все ясно. Смарт хороший, кто поймет, для чего ему ультраширик в 4К 60 FPS, который неплохо снимает, welcome. Съемка у него классная, экран классный, но вот минус такой. Девайсу от меня, да или нет, узнаете в ролике. Еще раз, кстати, Илюх, спасибо за звук, как и за остальным, кто меня драконил прошлый стрим, потому что вот звук благодаря вам такой. Теперь. Вот. Только прошки не мертворожденная. Да, у Oppo никогда. У Oppo как раз прошки тема. Но опять же, мы берем флагманы Xiaomi 15 Pro, 14 Pro. Ультры у Vivo. У них все круто. Все. Огромное спасибо, что зашли. Скоро будем мучить следующий смарт. Через пару дней. Добра и удачи вам, дорогие друзья.